Мы вышли с Норой. Сейчас пойдем, ей сделают УЗИ, как я и говорила. Пока у нас есть 15 минут, я могу 5 минут с вами поговорить. Видите, что у нас по поводу неба, да? Небо затянуло тучками. Вот такая вот погода непонятная. Это солнце. Утром было такое затянутое небо, потом опять солнышко, потом опять тучами все затянуло. Вот как-то вот так. Было много воздушных тревог. Но несмотря на это, слава богу, прилетов я не слышала. Это уже положительный момент из этого всего. Мы ищем во всем положительные моменты, я уже говорила. Хочу сказать вам большое спасибо от Норы. Вот позавчерашним роликом, там, где я рассказывала, что у меня самые лучшие дети на свете, было столько замечательных комментариев. Вот мы сейчас идем с Норой, она сказала: мам, скажи, пожалуйста, она такая у нас стеснительная девочка, она говорит: скажи от себя, что, в смысле от нее, просто чтобы я сказала: большое вам всем человеческое спасибо. Ей было очень приятно то, что столько людей, она не ожидала, что столько людей станет на ее сторону, в защиту ее. Просто Нора не особо общительный человек, у нее нет очень много друзей, поэтому для нее всегда становится шоком, когда много тысяч человек становится на ее сторону, и она не понимает, как такое может быть. Она говорит: очень многие люди никогда в жизни не видели меня вживую, почему они становятся на мою сторону. Вот так вот. Это замечательно на самом деле, когда можно ребенка не только ошарашить военными событиями, а удивить настоящими человеческими качествами доброты, чтобы и ребенок осознавал, что есть добро, есть зло, и борьба добра со злом в мире, она действительно существует, и подросток уже это в состоянии понять, тем более Нора это все видит воочию. Сколько добрых людей, несмотря на все происходящее. Одна женщина написала, что подчеркнула то, что Нора сказала в том ролике: у меня ведь все есть, у меня есть все. И действительно она так считает. Чем-то, естественно, она недовольна, войной. Она хочет, чтобы можно было так, как раньше, жить. А так она не из каких-то капризуль прям, что купите мне то, купите это. Нет, такого не происходит, слава богу. Она такая, что может в одной футболке, допустим, ходить очень длительный период. И, честно говоря, понятно, что девочка, она должна быть девочкой в платьицах. Но платьица как-то Нора не любит. Но, тем не менее, нет вот этой разбалованности, что у нее там шкаф от одежды ломится. Она даже там, 1, 2, 3 футболки, и ничего больше как-то не просит. Я не могу сказать, что это прямо хорошо, но нет вот этого синдрома шопоголика, слава богу, и меня это радует. Я сама не такой человек. Так, еще хотела бы сказать, друзья, было очень много вопросов по поводу обезьян вчера под видео из зоопарка, по поводу памятника обезьянам. Я сначала даже хотела промолчать, ничего не говорить, ничего не писать, не снимать, думаю, отвечу, нет, не отвечу. Но сегодня уже под сегодняшним роликом одна девушка спросила: так что же это за памятник поставили обезьянам? Расскажите, пожалуйста. И про какую оккупацию идет речь, кто вас оккупировал, друзья. Я уже об этом очень много раз говорила, но, наверное, из-за того, что появляются новые зрители на канале, наверное, стоит сказать еще раз. Я думаю, уже не надо молчать, потому что какие-то начались недоразумения, непонятки в комментариях у людей друг между другом. 3 обезьян, которых я показывала при входе в зоопарк: Гектор, Роза и Дейзи. Это 3 обезьяны, которые сбежали из зоопарка во время немецкой оккупации. Харьков был оккупирован с 1941 года по 1943. Была немецкая оккупация в Великую Отечественную войну, во Вторую мировую. И эти обезьяны сумели сбежать. Они прятались в здании Госпрома. Очень я говорю Газпром, но здесь уже по буковкам. Это легендарное здание у нас на площади. Первый небоскреб в СССР. Называется
здание государственной промышленности Госпром. Значит, они в этом здании прятались всю войну. Выжили только благодаря неравнодушным харьковчанам. Харьковчане, несмотря на то, что сами испытывали нужду в продуктах, они делились с обезьянками. Они носили этим обезьянкам, обезьянки выходили и брали еду. Представляете, они выжили благодаря этому, потому что, когда немцы отступали, они разбомбили весь зоопарк. Погибли практически все животные. Так что обезьян спасло то, что они прятались в этом здании Газпрома. Теперь вы понимаете, о какой оккупации идет речь, каким обезьянам. Обезьянам Великой Отечественной войны поставлен памятник. Я, честно говоря, думала, что эту историю уже я очень много раз говорила. Я когда говорю одно и то же, некоторых возмущает. Почему ты каждый раз рассказываешь одно и то же? Ну, потому что прибавляются новые зрители на канале, и возникают какие-то непонятки. Вот я вчера так прошла вскользь, это сказала во время оккупации. Они начинают говорить, а кто вас оккупировал, когда Харьков был оккупирован. Люди все сравнивают с этой войной. Но я же очень много рассказываю об истории Харькова тех лет, об истории Харькова военных лет. Тогда, кстати, мои бабушки с прабабушками и бабушки с прабабушками моего мужа всю оккупацию не выезжали из Харькова. То есть всю оккупацию находились в Харькове. Никуда не эвакуировались, выживали как могли. И мы выжили, слава богу. Истории были разные. И бабушка рассказывала, как у них была коза. И естественно, что она с братом выжила благодаря молоку этой козы, а козу было кормить нечем. И ходили, искали картофельные очистки, чтобы накормить козу. Ну, в общем, всем кормили козу. И травой кормили козу. Варили этой козе все, что могли. Так что я очень много знаю про оккупацию Харькова. Если что-то интересное, в смысле, если что-то интересное, если у вас будут какие-то вопросы, можете задавать их в комментариях. Я, если что-то знаю, ну, во-первых, я знаю так из истории города, но также я еще знаю из истории конкретно нашей семьи. Могу рассказать на... Тяжело. Мне вообще вот, когда бабушки рассказывали, что было во время войны, это очень тяжело, поэтому я очень боялась, очень сильно, когда... Что же ждет нас? Ну, сейчас как-то немножко успокоилась. Как говорят, вот, знаете, не так страшен вовк, як його малюють, да? Такая есть поговорка. Да, действительно, наверное, это так. Это когда ты сам уже окунаешься в эту... Ладно, давайте не будем. Все будет хорошо. Просто я понимаю, что я уже привыкла к очень многим моментам. Мы вчера обсуждали, кстати, что люди, которые сейчас приехали в Харьков, им очень сложно выдерживать воздушные тревоги, выдерживать все. Ну, а мы уже за эти 1,5 года привыкли и все. Я приехала из Оксфорда, и мне поручено передать пожертвования в помощь животным от подписчицы и поклонницы вашего канала Галина Николаевна Малова. Она женщина энергичная, веселая, очень умная, позитивная, очень добрая. Живет она в городе Оксфорд, но она наша с вами соотечественница. Она очень сочувствует этой ситуации, и ей очень жалко животных. И я приехала домой, и она спросила меня, могу ли я передать конвертик. Ну, пожертвования следует делать тихо, без огласки. Но дело в том, что у нее сегодня день рождения, и таким образом она обязательно увидит этот репортаж, и будет очень приятно и очень весело, потому что на самом деле вот эти наши социальные сети, средства коммуникации, это на самом деле такое чудо для человека старой формации, вообще для всех людей. Да, конечно. На самом деле вот эта связь между двумя материками, между двумя такими большими далекими странами, вот так легко и просто. Тетя Галя, с днем рождения! Передаю свой конвертик. Спасибо большое! С днем рождения вас, Галина Николаевна! Желаю вам счастья, здоровья, долгих лет жизни, благополучия. Спасибо большое. Спасибо. Познакомились сегодня с Анжеликой.
Было очень приятно познакомиться. Спасибо вам Очень приятно. большое. До свидания. Вот так вот. Такая вот неожиданная, приятная встреча сегодня была с Анжеликой у нас с Норой вечером. Мы на УЗИ сходили, с Норой все в порядке, на УЗИ показалось, что все хорошо. Будем искать причину в чем-то другом. Еще анализ крови придет, возможно, у нее недостаток витаминов, хотя пытаемся есть витамины. Друзья, всем хорошего, доброго, тихого вечера, сладких снов, кто будет смотреть это видео перед сном. И помните, что все войны заканчиваются миром.